Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать на мусор, потому что именно с этими вещами, с этими предметами вы своими руками выбрасываете изобилие, достаток, благополучие. Вы выносите денежную энергию своего и дома, а также отказываетесь от здоровья. Что это за такие вещи и почему вам обязательно стоит на это обратить внимание и как правильно избавляться от таких вещей, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите «денежный дом», и пусть ваш дом будет всегда в изобилии, в достатке и в благополучии. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Поверьте, нам очень-очень приятно. Каждая вещь или предмет, с которым мы когда-либо взаимодействовали, соприкасались, напитывается нашей энергетикой. И от того, на протяжении какого периода времени это происходит, зависит то ее количество, которое вещь получает. Даже когда мы заходим в магазин и прикасаемся к какой-то вещи, примеряем ее, то таким образом оставляем на ней часть своей энергетики. Если кто-то вас обидел или день был неприятным, вы, прикоснувшись к вещи, вы передадите ей свой негатив, который в данный момент вас наполняет, окружает, обвивает. Поэтому, принося домой какую-то вещь или же предмет, обязательно проводите энергетическую чистку, так как вы не знаете и не сможете проверить то, с каким именно человеком или людьми она взаимодействовала и что вобрала в себя. Относиться к вещам нужно всегда с уважением. Нельзя, чтобы у них терялся внешний вид. За ними нужно тщательно следить, убирать затяжки, катыши, они не должны быть грязные, иметь пятна, так как все это будет привлекать к данной вещи ненужные энергии, а затем отдавать вам их, что будет постепенно разрушать ваше биополе. И помните, делать вашу жизнь уже не такой успешной, как ранее, а неприятности будут ее наполнять. Нельзя, придя домой, скидывать вещи в одно место, так как такая привычка будет негативно сказываться не только на вещах, но и на энергетике жилья. Ведь если на какой-то из вещей вы принесли негатив, который подобрали на себя в транспорте, на работе, вы с легкостью позволите ему распространиться по вашему жилью и тем самым будете мешать передвижению и поступлению светлых энергий по нему. В нем станет некомфортно находиться, будут возникать приступы паники, бросать то в жар, то в холод, а у того члена семьи, который имеет самое слабое энергетическое поле, могут даже начать возникать проблемы со здоровьем, нарушится сон, возникнет апатия, поэтому не рискуйте, сразу раскладывайте все по своим местам. Пришли домой, разложили все вещи по своим местам. Если вещь стала непрезентабельной, потянулась, на ней появились какие-то изъяны, пятна, вы подшивали ее, латали, ее нужно выбросить без сожаления. Да, она вас радовала и приносила вам положительные эмоции, притягивая в этот момент светлые энергии. Поэтому нужно вовремя от нее избавиться, чтобы она не приносила вам вред. Ведь, во-первых, надевая такую вещь, вы будете чувствовать себя неуверенно. Дискомфорт будет отвлекать вас от важных дел. В этот момент вы будете излучать нехорошие энергии и притягивать к себе такие же, что не скажется на вас благоприятно. Во-вторых, вещь, которая утратила свой внешний вид, она не способна больше притягивать светлые энергии, а значит, ее наполнит энергетический застой. Вы, находясь в такой вещи, его впитаете, а если еще и посмотрите на себя в зеркало в такой вещи, то и вовсе можете разрушить свою жизнь. Череда бед и неприятностей наполнит ее. В-третьих, не стоит забывать одно очень простое и важное правило, которое передавалось из поколения в поколение, что пока вы не избавитесь от чего-то старого, в вашу жизнь никогда не придет ничего нового. А значит, вы будете стоять на одном месте, и все новые события, а с ними и эмоции будут обходить вас стороной. Если вы надели новую вещь, и она в этот же день порвалась, тогда вам нужно срочно от нее избавиться, так как она вас защитила от сильной порчи, которую
на вас наслал ваш недоброжелатель или ваш враг, приняв ее в этот момент. Ее нужно сжечь. Да, это самый простой способ, при этом проговорив такие слова. Защиту данную вещь мне предоставила, я огонь о помощи прошу, все зло переданное мне собрать и недоброжелателю его отдать. После того, как данная вещь догорит, идите домой или по своим делам. Не расстраивайтесь, в вашу жизнь обязательно придет что-то гораздо лучше. Считайте, что вы откупились, а вот недоброжелателя вы вычислите в течение 3 дней. Он придет к вам за тем, чтобы одолжить деньги. Сумма будет очень незначительная для того, чтобы вы не отказали в данной просьбе. Но вам ни в коем случае никому нельзя на протяжении этого времени вообще одалживать или же давать какие-либо деньги. Кроме, конечно же, тех, с кем вы живете в одном доме. Иначе посыл сильной порчи таки дойдет к вам. Если же вам жаль таким способом избавиться от данной вещи, тогда вам нужно вынести ее на улицу и там оставить, но перед этим обязательно с ней разорвать энергетическую связь. Для этого вам понадобится тоненькая восковая свеча, 3 веточки лаванды. Первым делом подожгите лаванду и окурите ней данную вещь. Затем держите ее перед собой в левой руке, а правой возведите между вами стену, начиная от пола и выше. Когда закончите, веточки затушите, отложите. Их нужно будет также вынести из дома и выбросить. После чего подожгите свечу, но не там, где фитиль, а с обратной стороны, и сделайте ней вокруг данной вещи 3 круга против часовой стрелки, проговаривая при этом такие слова. Эта вещь порчу вобрала, я ее собираю, от себя отгоняю. Как только дуну на свечу, ее в этот момент недоброжелателю верну. А ты нет, друг, приходи, в течение 3 дней себя прояви. Как только закончите проговаривать данные слова, откройте окно и дуньте на свечу. Обязательно нужно сделать это так, чтобы ее затушить. В течение оговоренного времени к вам на порог с какой-то необычной просьбой придет тот, кто наслал на вас порчу. Ни в чем никому не помогайте и ничего не давайте из дома. Как вести себя далее по отношению к данному человеку, решайте сами. Но будьте осторожны, если надумаете не прекращать данное общение. Давайте теперь поговорим о том, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать на мусор просто так. И первое, друзья, это обувь. Больше всего из нашего гардероба впитывает нашу энергетику именно обувь. Почему? Во-первых, на ступнях человека находятся очень сильные энергетические каналы, через которые мы принимаем сильные энергии, способные положительно влиять на наше биополе в целом, а также и на нашу жизнь, которую мы вместе с ним обретаем. Ведь тогда она светла и прекрасна. Для этого на ногах обязательно должна быть крепкая, красивая, удобная обувь, которая нигде не будет жать, натирать. Лучше обувь брать из натуральных материалов. Тогда она будет не только помогать вам притягивать больше нужных энергий, но и защищать вас от негатива, который вы можете подобрать на улице. Обувь нужно часто мыть, чтобы обезопасить себя от ненужного негатива, который может навредить. На такие предметы очень легко навести порчу, поэтому если они попадут в руки к недоброжелателям, вред будет непоправимый. Поэтому, если вы решите избавиться от обуви, вам нужно первым делом разорвать с ней энергетическую связь. Сделать это нужно в полночь. В обувь насыпьте по 3 щепоточки соли. Так она должна там находиться до рассвета. На рассвете подожгите свечу белого цвета, сделайте ней вокруг обуви 5 кругов. При этом на каждый круг проговаривайте такие слова. С этой обувью всю связь разрываю. Больше ее своей не считаю. Если кто-то ее подберет, пусть связь с ней и обретет. Только после этого капните капельку воска в каждую обувь, вытрусите в канализацию соль и можете выносить ее на мусор. Оставляйте правой рукой, затем уходите оттуда и не оборачивайтесь. Данная обувь больше никак с вами не связана и вам не о чем будет переживать. От детской обуви нужно избавляться таким же способом. Только перед тем, как выносить, в каждую пару обуви положите по монете желтого цвета и тогда проговорите такие слова. Монетки в обувь кладу, что-то новое и счастливое, называйте имя ребенка, привлекаю.
Данное действие поможет не только правильно избавиться от обуви, но и притянуть к вашему ребенку что-то хорошее. Если обувь есть возможность продать, продайте, даже если вы возьмете за нее символическую плату. Так вы сможете разорвать быстро с ней связь, и это самый простой для этого способ. Далее детские вещи. Детские вещи также ни в коем случае нельзя выбрасывать на мусор, так как мусор будет притягивать разрушительный негатив, а детское биополе оно очень слабое. Ребенок такое влияние ощутит достаточно быстро, будет постоянно плакать, капризничать, может плохо спать, быть вялым. Поэтому с детскими вещами вообще нужно относиться очень осторожно. Их, если они непригодны, обязательно нужно сжигать. Если же решили кому-то отдать или перепродать, при этом выстирайте в соляном растворе, при этом скажите обязательно такие слова. Все, что эту вещь с малышом моим связывало, вода смывает, соль связь разрывает, ничего ему вред не причинит, биополе его целостности сохранит. Таким образом, вы очистите вещи от детской энергетики, и когда они кому-то попадут, это не будет негативно влиять на малыша. Но их также нужно перед тем, как отдавать, будет хорошо выгладить, так как в неглаженных вещах кроются сущности. Это сделать уже нужно для того, чтобы не навредить чужому ребенку и таким поступком не наполнить свою жизнь тяжелой энергетикой. Нельзя выбрасывать на мусор просто так сумку или кошелек, так как притянете в вашу жизнь денежные проблемы. Так как если вы так сделаете, то безденежье и постоянные денежные проблемы придут в вашу жизнь. Вместе с такими вещами вы выбрасываете денежную энергетику, с которой восстановить связь вновь будет очень непросто, так как вы покажете ей, что не готовы изучать правила, которые помогут удержать ее возле вас. А вот тот, кто подберет то, что вы выкинули, обретет наоборот финансовую стабильность, и ваша денежная энергия перейдет к данному человеку. Самым простым способом избавиться от этих вещей считается также их сжечь. Если же они в надлежащем виде, попробуйте продать. Во время продажи положите горошину перца, это не только удержит возле вас денежную энергию вашу, но и поможет приумножить ее поток в вашу жизнь. Если же вы просто хотите избавиться от данной вещи, то вам нужно в первой половине дня поджечь 2 веточки полыни, окурить ее ними, проговаривая при этом такие слова: «Денежная энергия, правила твои уважая, от данной вещи избавляюсь и их соблюдаю. Ты от меня никуда не уходи, наоборот, в большем количестве приходи. Связь с сумкой или с кошельком теряю, а новые энергии привлекаю». Веточки затушите, заверните в белую салфетку и положите их в сумку. Когда закончите, можете выносить сумку или кошелек на мусор, и уже больше тогда точно ни о чем не переживать. Нельзя выбрасывать на мусор и нижнее белье, потому что оно впитывает энергетику того, кто его носит, в очень большом количестве. И если оно будет соприкасаться с мусором, а вы знаете, что мусор притягивает негативные энергии, оно передаст их своему владельцу, а это способно повлиять как на здоровье, так и на эмоциональное состояние, а также на сексуальность и красоту данного человека. Может быть и такое, что если вдруг это нижнее белье кто-то подберет, в семье начнут присутствовать измены, ложь и предательство. Поэтому все-таки не стоит рисковать, и такие вещи нужно обязательно сжигать. Делать это можно в любой день и в любое время суток. Когда будете к этому приступать, трижды обязательно проговорите такие слова: «Сексуальность моя приумножься, энергетика укрепись, связь с этим бельем нижним разорвись. Если оно негатив какой-то вобрало, пусть его огонь уберет и этим энергетику мою очистит». Проделав такое действие, вы не только разорвете энергетическую связь с данной вещью, но и очистите свою энергетику. Ни в коем случае нельзя просто так выбрасывать хлеб, так как к хлебу нужно обязательно относиться с уважением и почтением. Если этого не делать, из вашего дома уйдет изобилие, в семью будут окружать неприятности и различные испытания, на которые нужно будет тратить много сил и эмоций. Чтобы такого не произошло, лучше отдайте хлеб животным или птицам. Таким образом, вы притянете светлые энергии, которые позитивно скажутся на жизни всех членов семьи, и таким простым способом вы притянете больше энергии изобилия. Когда будете отдавать хлеб, проговорите трижды такие слова: «Добро сейчас творю, светлые энергии привлекаю, изобилие вокруг своей семьи приумножаю».
Так вы не только не навредите себе, но и хорошими энергиями окружите. Также нельзя выбрасывать продукты, так как таким образом вы будете разрушать энергетику своего жилья и злить домового. Не накупайте продукты впрок, чтобы успевать все использовать в нужные сроки. Если уж так получилось, то лучше отдайте нуждающемуся или животным. Так вы не навредите себе и не разозлите домового, а наоборот его порадуете, так как он будет счастлив от того, что вы накормили какое-то животное, ведь он их очень любит. Нельзя выбрасывать веник на мусор просто так, так как это оберег вашего дома. Если вы такое проявите к нему неуважение, то энергетика жилья постепенно разрушится, и чем больше он пролежит на мусоре, тем хуже будут обстоять ваши дела. Если же вы выкинете его возле дома таким образом, то в дом придет беда. Для того, чтобы выкинуть веник, нужно обязательно придерживаться всех правил. Обмотайте для начала его черной ниткой, в ручку вложите крупные кристаллы соли, при этом на каждый кристалл проговаривайте такие слова: «Этот веник связь с домом теряет, энергетику его не разрушает, энергии светлые в дом поступают, их веник новый привлекает». После данных слов вы можете выбрасывать веник, но только отнесите его подальше от дома и выбросите щетиной вверх. Но запомните, что ни в коем случае нельзя выбрасывать веник, если вы не принесли в дом новый, так как это наполнит дом разрушительной энергетикой, о чем вы очень, возможно, быстро пожалеете. Швабра также имеет с домом крепкую связь, поэтому ее нельзя просто взять так и выбросить на мусор. Эти предметы находятся под наблюдением домового, ведь они, как и он, следят за порядком в доме, поэтому таким действием вы его можете разозлить. У вас начнут происходить неприятные события в доме, перегорать лампочки, биться посуда. Негатив будет пребывать с каждым днем, а ваш домовой откажется его убирать. Перед тем, как вынести швабру из дома, трижды постучите ней о порог и при этом проговорите такие слова: «Из дома швабру выношу, домового не злю, так как все правила соблюдаю, энергетику светлую с его помощью в доме сохраняю». После того, как вы проговорите данные слова, протрите ней порог и только после этого выносите швабру из дома. Также выкинуть ее нужно подальше от дома, и это очень просто, но поможет вам уберечь себя и свой дом от любого негативного вреда. Девочки и мальчики, обязательно прислушайтесь к этим советам, соблюдайте их, и таким образом вы сохраните энергию членов семьи в целостности, а энергетику дома крепкой и положительной. Мы всем желаем изобилия, достатка и благополучия. Друзья, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Также не забудьте написать слово «денежный дом» в описании к этому видео. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.